Всем доброе утро. Меня осенила такая мысль показать, как подготовить и покрасить детали автомобиля. Потому что в большинстве видеороликов на YouTube люди говорят: соблюдая технологию, соблюдая технологию. И вот если вы наберете технологию, то там будет схематично показано, в какой последовательности что производить, или градация шкурки. Ну, вот поэтому назрел этот ролик. Так, предположим, это наша деталь, которую мы хотим покрасить. Мы делаем следующее. Если у нас заводская краска, чистить и делать по заводу. Если у нас, вы не знаете, заводской-то покрас, то трете до металла. И вот, предположим, мы будем ее красить, вот всю вот эту вот штуку. Но я ее всю тереть не буду, я именно вот где нанес повреждение. И начинаем затирать. Трется под 90 градусов. Можете по диагонали тереть, можете так, потом так. Вот, как бы из расчета, что у нас нет шлейф-машины, то начинаем тереть. Можно даже и не теркой тереть, а вот так вот, чтобы именно туда попасть. И вот мы трем. Потому что в малярном деле главное что? Это адгезия, обезжиривание. И третий нюанс — это время на подсыхание или шпаклевки, или краски. И вот эти три основные параметра надо соблюдать. Чего, как, поскольку держать, я сейчас все расскажу. Я идеально делать не буду, потому что, сами поймете, это ролик затянется. Потом вы шкурку меняете, начинаете, допустим, с 100-й, потом 180-й проходите. И, значит, градация не больше 100. 180-я, 240-я, 320-я и 400-я. 400-я абразив нам нужен для чего? Это абразив под грунт. То есть уже не будет видно ни рисок, ни хрена. То есть все будет супер-пупер. Я так потру для понту, скажем так. Дворовой ремонт. Или ремонт на дому. Все, мы подготовили. Там остальное все там матуете. Если у вас, допустим, вот повреждения, вот только где повреждения. Остальное можно, если краска заводская, просто вот так замотовать. Вот, замотовали. Можно замыть водой предварительно, перед тем, как шкурить до металла. А можно потом white спиритом отмыть. И матуем всю деталь. Можно терочкой мотовать, если она абсолютно ровная, вот так. Но главное, чтобы риску сбивать. То есть, если терли так, потом вот так. Вы это тщательно будете делать. Я, конечно же, сделал вот как сделал. Так, взял грунт, берем эбоксидник. Многие скажут, что надо кислотный, но с кислотным очень проблематично. То есть, если вы нанесете кислотный, то его надо перекрыть обычным грунтом, чтобы потом, допустим, эбоксидник нанести или потому работать. Есть там грунты с наполнителями для микропор, но эбоксидник почему я выбрал в качестве основного грунта, с которым легче работать? Он, во-первых, заполняет все поры, и у него очень хорошая адгезия. То есть к ней будет краска, на нее ложиться хорошо, грубо говоря, прилипать. Теперь что мы делаем? Мы зачистили и детально обезжиривателем. Не обязательно этим, любым. Они все одинаковые, в принципе. Все сделаны по ТУ. Вот, обезжирили, тряпка у вас должна быть чистая. Можете купить там салфетки. Можно чистой ветошью. У меня грязная. И потом берем грунт. Обезжирили.
Тряпкой. Вот обезжирили, можно даже не тряпкой не тереть. Это я так показал с дуру. Обезжирили, и он быстро улетучивается. Там буквально минута и все. Все, вот я подул, его уже нет. Ну там в ваших условиях можно подождать 5 минут. И берем грунт. И грунтуем. Тут в баллончике остатки. Все, мы загрунтовали. И ждем высыхания. Я полный цикл высыхания не буду делать. Я прожду, ну, как бы, этот грунт сейчас удалю. Просто показываю моменты. Многие говорят, что надо шпаклевать именно на голый металл. Что, дескать, это лучше, не отвалится. Что, мол, они где-то когда-то пробовали грунтовать. И все это, короче, накрылось у них медным тазом. Полное высыхание грунта сутки. На отлит 20 минут. И вот сутки надо прождать. То есть деталь у нас закрыта, тут она уже ржаветь не будет. И предположим следующее. Сутки прошли. Будем считать, что грунт остался. Ну, я его счищаю, чтобы сэкономить ваше время. Взяли мы шпаклю. Набирать я буду мало. Шпателек должен быть чистый. На нем не должно быть затвердителя остатка, иначе шпакля накроется. И берете шпакли сколько вам надо. Ну, тут надо чуть-чуть, поэтому вот я тут вот взял вот так по мелочи. Все, закрываем. Это нам больше не понадобится. Не обязательно маленькую деталь шпаклевать огромным количеством. Вот вы взяли, и вам надо 2-3% затвердителя. Вот от этого объема это прям вот, ну не знаю, маленькая-маленькая капелька. Вот я показываю сколько. Вот. Это даже больше 2%. И вот как эти специалисты мешают. Они вот так делают. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Потом шварк. Шварк и опять. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Видите как? И вот вы ее смешиваете. Она всегда красненькая, чтобы было видно готовность материала, чтобы вы поняли, что все однородное, то шпакля изменит свой цвет. Если вам неудобно, то пользуйтесь шпателями, чтобы вам комфортно было перемешивать. Нравится вам на большом, мелким шпателем смешивать, можно так. И вот так медленно. Не надо быстро, потому что там на ютубе люди уже с набитыми руками. Они уже быстро тогда чик-чик делают. А вы можете потихоньку. Ну, чтобы за 5-6 минут перемешать ее. Вот. Это универсальная шпаклевка. Если вмятина не глубокая, она нам подходит. Если вмятина поглубже, можно использовать со стекловолокном. Но у нас маленькая, поэтому обычная. И вот мы шпаклю перемешиваем и начинаем наносить. Если площадь большая, берем больше шпатель. Я купил набор, он 250 рублей стоит, там 4 шпателя. Там еще шире есть. И вот мы начинаем наносить. Вначале наносим, можете просто нанести. Нанесли, а потом как бы вдавливаем слегка. Вот буквально, чтобы выступало выше повреждения на миллиметр, на 2. Все, шпаклевка осталась лишней, мы зашпаклевали. Повторюсь немножко. Шпаклевку наносим всегда на зачищенную поверхность, обработанную грунтом эбоксидным. Почему? Большинство
маляров шпаклюют прямо на гугловой металл. У них существует твердое убеждение, что грунт не дает адгезии, а голый металл, мол, он такой уже, ну, вы как бы его сильно шлифуете, и он к нему хорошо как бы это ложится шпакля, ну, прилипает. На самом деле это миф. По технологии положен грунт, и металл голый лучше накрыть грунтом, прождать сутки, потом его зашкурить грубо, ну, не 80-й, а там 400-й или там 240-й, и нанести шпаклевку. У нас, как бы, мы считаем, я показывал, как я грунт наносил, ну, потом я его стер, потому что, ну, он жидкий, и как бы, чтобы ролик сократить по времени. Все, шпаклевка у нас как будто бы высохла, хотя времени прошло еще мало. Ну, тут слой тонкий, и мы ее берем 80-ю, можно сразу 180-ю, можно 80-ю, и начинаем вышкуривать. Будем считать, что мы вышкурили. Ну, я не буду делать прямо идеал-идеал, ну, где-то кантик чувствуется, но вы, когда в процессе, вы должны вышкурить, чтобы у вас палец ни за чего не цеплялся, чтобы было гладенько. Есть проявки, но я ей не пользуюсь, я рассказываю, как это делается. Берете, чтобы понять, гладко, не гладко, со стороны смотрите под углом, берете обезжириватель и обезжириваете деталь. И вот видно, границы будут под определенным углом, не ровно вот так, а под углом. Почему я говорил про металл, риску, чтобы не набить. Поэтому потом мы берем градацию чуть поменьше. И снова надо перетирать. И там, где металл вы зацепили, тоже надо это все перетирать. Вплоть до 400, если по металлу пошли уже гулять. То есть вы можете брать брусок поменьше, чтобы меньшую площадь обрабатывать. Все. Вы обработали, снова все обезжириваете. И всю деталь уже подготавливаете в дальнейшем под 400-ю, под грунтование. Вот. Будем считать, что мы ее подготовили. Я не буду тереть, тут это долго очень. То есть я тут сейчас, ну, как бы это ролик займет целый день. Вот. Будем считать, что все высохло. Руками мы не мазюкаем, только обезжиривателем. Обезжириваем прям обильно, не стесняясь, вот так. Все. 2 раза. Надо вам 2 раза. 3 раза. Обезжириватель не жалеем. У нас есть следующая адгезия. Мы обезжирили, и время, ну, промежутки, которые необходимы на высыхание грунта. То есть вы загрунтовали, сутки прождали, у вас там какие-то ямки, потом вы их зашкурили, ямки. Можете, когда нанесли грунт, рядом шкурить 400-й, чтобы время не терять. Мы начинаем покрывать нашу деталь грунтом. Баллончик трясем 2-3 минуты, ну, лучше дольше, можно 5, хоть 10. Главное, как следует растрясти. Расстояние 15-20, но это на глаз. И начинаем грунтовать. Все, первый слой нанесен. Он должен быть не мокрый, а такой легонечко. И 20 минут ждем. Итак, будем считать, что интервал в 20 минут прошел. Второй слой грунта надо нанести. Вы должны помнить, что если у вас машина светлая, грунты должны быть светлые. Если машина темная, то грунты должны быть темные. Вот. Не наоборот. Иначе может деталь в дальнейшем отличаться, когда вы покрасите, оттенком. Итак, будем считать, что деталь у нас подготовлена идеально. Я все это в идеал не делал, я просто показываю, как, по какой последовательности, как что делать. И наносим краску. На краске тоже написано, с каким интервалом. 3 слоя. Первый слой легкий у нас идет. Вот так. Здесь написано 2-3 минуты ждать. Вот первый слой он идет. Это называется база, он у нас самый легкий. Он даже если все не перекроет, ничего страшного в этом нет.
Ну, будем делать, как на баллончике написано, 2-3 минуты. Будем считать, это время прошло. Но я буду как бы ускоряться, потому что у меня своих дел полно. И по прошествию нужного срока, который написан на баллоне, мы делаем второй слой. Второй слой более жирный. Нанесли второй слой. И опять 2-3 минуты ждем высыхания. И наносим последний слой. Он у нас должен быть самый-самый. Ну, как бы старайтесь не переусердствовать, чтобы не было плевков с баллона и этого перелива, потека. Все, будем считать, что время прошло, и красим третий слой. Его еще называют мокрым почему-то, ну, потому что он самый обильный. Все, вот он, этот наш третий слой. Все, деталь покрашена. Я показывал технологию. Вот наши вмятины. Зашпаклевано, покрашено. Все. Так что пробуйте. Может быть, у вас получится лучше, чем у меня. Или вы в дальнейшем захотите, не знаю, помогать другим или зарабатывать деньги этим ремеслом. Всем пока.